Димаш! Друзья, привет! Мы сейчас находимся в великолепном отеле «Вау», который сделан по мотивам манги, и главный герой здесь, как вы видите, Димаш Кудайберген. И у меня для вас отличная новость. Дело в том, что вышло интервью с Кевином Кенни на канале MTV США. И мы подготовили для вас перевод. Поэтому внимание на экран. Поехали! Дирс, это ваш момент. Вы меня торопили, чтобы я сделал это быстрее? Дирс, вы должны ухватиться за это так, как будто вы собираетесь отправиться в Детройт, Мичиган на рэп-баттл. Это ваш момент. У вас есть один выстрел. Это эпизод с Димашем. Сейчас мы дошли до темы Димаша. Да, все подтвердилось. Мы говорили о его первом выступлении на сцене в возрасте 2 лет. Я все еще не совсем понимаю, как это возможно. Но перенесемся в сегодняшний день. Если вы хотите увидеть его выступление на сцене в возрасте 26 лет, идите к Димашу на TIXR.com. У Димаша на этом сайте состоится его виртуальный концерт в начале года, и вы можете купить билет. Концерт состоится 16 января 2021 года. Так что, если я могу сделать рекомендацию, то 16 января посмотрите этот виртуальный концерт, чтобы получить для себя великолепный уикенд в стиле MTV. Итак, тот единственный, кого вы хотели, вашего самого лучшего, вы это получили. Собственной персоной Димаш. Привет, Димаш. Добро пожаловать в пятничный прямой эфир. Во-первых, это удивительно видеть тебя на нашем шоу. Спасибо вам большое за то, что пригласили меня. Для нас честь отметить то, что ты доверил нам и был очень добр. Это твое первое в истории интервью, которое полностью на английском языке, без переводчика. Хотел поблагодарить тебя за это. Я хочу попробовать сделать все возможное. Абсолютно. Итак, говоря о языках, ты пел песни на 12 языках мира, что просто удивительно. На скольких языках ты говоришь? Я говорю на казахском, на русском и немного на английском. Получается, что ты можешь петь песни на разных языках, и при этом тебе не обязательно на них уметь разговаривать. Это удивительно. Я не говорю на китайском и не говорю на корейском, но я хочу попробовать это сделать специально для моих поклонников. Твои поклонники называются Дирс, и благодаря тебе они одни из самых громких фанатов, которые у нас есть сейчас. Как бы ты описал своих фанатов? Они хотят представить мою музыку в США, в Европе, в Азии. Так что они усердно трудятся. Да, быть Дир – это полный рабочий день. А как произошло название фандома Дирс? Это случилось почти 4 года назад, после премьеры первого эпизода конкурса I'm a Singer. Я приобрел тогда много поклонников, и мне нужно было как-то обращаться к ним. Поэтому я назвал их Дирс, потому что для меня они так же дороги, как и моя семья. Я прочитал о тебе один интересный факт, и мне любопытно, правда ли, что твое первое выступление на сцене было в возрасте 2 лет? Ну, вообще-то я этого не помню, так что я не могу сказать вам, как это произошло. Но мои родители певцы, и когда я был маленьким, я часто ходил с ними на выступления. Есть одна твоя песня, которая побила несколько рекордов. Расскажешь об этом? Когда я был ребенком, я всегда мечтал, что однажды я услышу казахские песни на американском музыкальном канале. И я очень рад, что моя песня, казахская песня, стала первой. Какова была твоя реакция, когда ты услышал о том, что Дирс привели тебя на это шоу MTV? Конечно же, я счастлив. Я хочу сказать спасибо большое вашей команде, спасибо вам. И огромное спасибо всем моим друзьям. Конечно, гастроли немного были подпорчены из-за этой пандемии COVID. Однако, есть ли у тебя какие-то будущие гастрольные планы? Я хотел бы сейчас продолжить свое мировое турне и добавить в него еще несколько стран. Но самые большие новости в том, что для моих поклонников у меня состоится онлайн-концерт, который пройдет 16 января. Это просто потрясающе. Димаш, я хотел бы еще спросить у тебя о проекте Cure. Можешь ли ты рассказать мне немного об этом и какова в нем твоя роль? Я очень горжусь тем, что являюсь послом проекта Cure Global Ambassador. У них есть много важных проектов, включая мероприятия, организованные Элвисом Дюраном. И благодаря ему многие знаменитости, такие как Кеша, Джейсон Деруло и Кэти Перри, поддержали их дело. Да, это потрясающе. В этом интервью с Димашем мы должны задать и некоторые вопросы о Дирс.
И вот некоторые из лучших вопросов, которые мы смогли собрать. Какой музыкальный жанр тебе больше нравится? Я меломан. Я люблю разные типы музыки. Когда я отдыхаю, я могу слушать тяжелый рок. Потом немного рок-музыки, римского католического хора, а потом какой-нибудь рэп от Эминема, а потом джаз, а потом некоторых классических итальянских певцов, а потом я уже ложусь спать. Хорошо, теперь вопрос от Димаш Никэп. О бог ты мой, спросите его, когда будет выпущено новое видео. А также планирует ли он закончить песню Love is not over yet? И научится ли он готовить во время карантина? Некоторое время назад я закончил работу над видеоклипом на песню Golden. И очень скоро будет еще одно видео на песню, которую я никогда не исполнял для своей аудитории. Так научился ли ты готовить во время карантина? Конечно, нет. Я тоже нет. Хорошо, давайте перейдем к следующему вопросу от Димаш Right Eyebrow. Какая твоя любимая песня на данный момент? Все песни Майкла Джексона. Это потрясающе. А еще Лучиано Паваротти. А он тоже классический певец? Да. Да, очень красивый голос. Димаш, большое тебе спасибо за то, что был с нами сегодня на MTV's Friday Livestream. Спасибо, брат. Спасибо, ты хороший человек. И мы вернемся к вам еще с несколькими видео. Это вечеринка со звездами на MTV.